Перманент — это что-то Да. вычурное, это что-то яркое, это обязательно какой-то кричащий мейк. И я ищу машинку, которая будет рисовать сама, делать все зоны сама. Мастерство, в принципе, оно первично, а машинка вторична. А я не хочу отвечать на твой вопрос. Я хотела бросить. Не только, не только. Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. Мы продолжаем рубрику «10 вопросов мастеру». И сегодня с нами всеми любимая спикер и судья международного уровня Наталья Хрупина. Наташ, расскажи, пожалуйста, свой путь, сколько ты в перманенте и как к этому пришла? Я в перманенте уже очень давно, больше 15 лет, и началось все с того, что я просто захотела себе сделать перманентный макияж. Но ты специалист с медицинским образованием, ты занималась какое-то время косметологией, насколько я знаю. Очень быстро я перешла из смежной профессии. Я была, да, косметологом. Я перешла в перманент фактически спустя год после своей практики. И очень активно стала развиваться именно в перманенте. И мне даже пришлось оставить в какой-то степени, да, косметологию, потому что я очень плотно ушла в перманент. Он меня полностью захватил. Все Зацепила мое, меня. да, все мое внимание, весь мой интерес и мое становление больше стало проявляться именно в перманенте. Наташ, ну ты так давно в перманенте, я думаю, у тебя сложилось свое видение на это все. Какая у тебя любимая зона? Ну, с чего началось? Началось все, конечно, с бровей. А брови рулят всем. Конечно, любимая зона, потому что с закрытыми глазами уже можно сделать. Собственно говоря, мне хотелось ее модернизировать, почему я к тебе и приехала, за волосками. Хочется полюбить ее еще больше. И так как я человек достаточно усидчивый, я люблю работать еще с веками, потому что мне нравится то, что можно долго медитировать, складывать этот красивый пазл из пикселей. Очень творческий такой момент работы с веками. Ну, я не могу разделить. Я хочу сказать, что, скорее всего, у меня две любимые зоны. Это брови, веки. Ну, есть куда расти со всем остальным, поэтому очень сложно приоритеты расставить. Ну а каких клиентов больше? Наверное, все-таки на брови, да? Или на веки? Вот на самом деле я заметила, что есть такая тенденция, чем больше ты сам что-то через экран показываешь, то это энергетически цепляет людей, цепляет публику, и люди приходят не всегда даже за работой, а приходят за вот этим внутренним запалом, за вот этой энергетикой, за вот этим посылом и за этой зоной. 100% согласна с тобой, потому что я тоже замечала, что ко мне приходят именно те люди, которые близки как-то по духу. Да, И в последнее согласна. время то, что я начала транслировать именно волосковую технику, ко мне приходит именно на волоски, хотя я вроде все зоны делаю, но я помню, когда мы еще не были с тобой знакомы, я прям думаю, ой, Наташа Хрупина, где-то я тебя увидела, ты выступала на какой-то конференции, думаю, как она круто делает. Но мне казалось, ты такая неприступная, вся такая вот, не знаю, я прям боялась к тебе подойти, но я так очень рада, то, что мы с тобой познакомились. Кстати, мы познакомились на одной из конференций, и я очень рада этому, потому что Наташа делает потрясающую работу, и я прям балдею от нее, не только от работы. Да, спасибо. А я уже в свою очередь видела, как на конференции в Тюмени ты так красиво демонстрировала брови. Я стояла, думаю, боже, такой хрупкий человек сидит, и вокруг столько людей, столько вопросов, и при этом получается вообще какая-то потрясающая работа. И уже тогда у меня закралась мысль, хотя у меня до этого совершенно не было даже никакой мотивации заниматься волосками. Для меня это была отдельная философия, для меня это была вообще отдельная абсолютно тема волоски. Но я рада, что я созрела, что я здесь, что я прошла этот такой короткий, но такой приятный путь с тобой. Я так довольна своей работой, и я надеюсь, что это тоже начало нового пути. Так что спасибо тебе. Наташа, расскажи, какие самые актуальные техники в перманенте и что сейчас в тренде? В тренде всегда была и очень долго будет оставаться естественность. Всегда будет макияж натуральный, ежедневный, повседневный. Не только в моде, но и в прямом смысле слова в тренде, потому что любая женщина, и я думаю, что не только женщина, но и любой современный человек хочет выглядеть достойно,
современно, аккуратно, эстетично. И все средства для этого есть, тем более перманентный макияж и средства для перманентного макияжа тоже не стоят на месте, все развивается, появляются новые пигменты, развиваются линейки уже брендовых марок, и есть определенная особенность в том, что техники и видение техник становится все естественнее, все легче и эстетичнее, и, соответственно, это никогда не выйдет из моды, потому что женщины, да и мужчины тоже, всегда будут хотеть быть красивыми, быть современными, и чтобы это было мобильно, это чтобы было быстро, потому что мы живем в современном, динамичном времени, нам нужно просыпаться и уже хорошо выглядеть, нам нужно ездить путешествовать и хорошо выглядеть, нам нужно включать селфи и хорошо выглядеть. Ну и, соответственно, перманентный макияж — это огромное подспорье, и легкие современные техники всегда будут в тренде. Есть такая категория девушек, которые, скажем так, топят, да, за современную эстетику. То есть это макияж без макияжа. Ну, типа Когда против перманента. Против перманента, Да, когда его знаю нет. таких. И они почему-то думают, что перманент — это что-то вычурное, это что-то яркое, это обязательно какой-то кричащий мейк. Но за что топим мы, да, современные перманентчики? Наоборот, за то, чтобы это было так, как будто бы перманентного макияжа нет. А для этого мы и учимся, для этого мы развиваемся, для этого мы используем большую палитру пигментов, и, соответственно, эскизирование немножечко другое применяем для того, чтобы все более и более натурально все становилось. И мы приходим к тому, что мы делаем макияж без макияжа. И самое парадоксальное и правильное — это то, что это покупается сейчас гораздо более эффективно, чем такой мейк, который смотрится издалека и делается на года. Да, конечно, есть, к сожалению, такая категория клиентов, так сказать, которые хотят, вот, мне на 10 лет. У тебя есть такие вообще? Да, есть. Но, мне Но кажется, их становится всё равно меньше. Отсеялись, потому Да, что их ты становится транслируешь меньше. пудру, легкость, натуральность, красоту. Во-первых, клиенты сами устают от многолетнего мейка. Это равносильно, как много лет носить одно и то же платье. Во-вторых, платье ветшает, оно меняет свою форму, оно меняет свою актуальность, оно меняет там свой оттенок и уместность в каких-то ситуациях. Соответственно, хочется чего-то нового. И современный перманентный макияж чем хорош? Он может трансформироваться, меняться, его можно обновлять, его можно уводить в другие какие-то варианты, и поэтому в этом есть определенная привлекательность и трендовость тоже. Наташ, поделись, пожалуйста, у тебя есть любимая машинка? Может быть, есть какой-то фаворит, на котором ты постоянно работаешь, либо ты делаешь какими-то разными машинками свои зоны? И вообще, влияет ли марка оборудования на качество твоей работы? Как ты считаешь? На самом деле, конечно, я люблю все пробовать и пропускать через руки, и всегда ищу священный грааль в каждой машинке. Я ищу машинку, которая будет рисовать сама, делать все зоны сама. Но я считаю, что если у человека, у мастера есть видение, есть представление о том, что он хочет увидеть, то не всегда марка машинки определенная влияет на то, как он это исполнит. Что мастерство, в принципе, оно первично, а машинка вторична. Конечно, у меня есть любимые машинки на любимые зоны. Не стоит, наверное, акцентироваться на том, какие это машинки, потому что... Скажи, нам интересно. Им тоже интересно. Я хочу сказать то, что, например, веки я очень люблю делать на игле-дюзе, хотя сейчас очень многие переходят на модули, потому что это эргономично, это быстро, это снял, поменял, и, в общем-то, ты уже работаешь на другом модуле, все это очень быстро происходит. Но игла-дюза, она дает красоту, воздушность работам. Губы я предпочитаю делать на линейке Lotus аппаратов. Я давно с ними работаю. Мне они нравились еще и в своих прежних моделях, а сейчас они усовременили, да, скажем так, свои аппараты. И, конечно, они мои фавориты, они мои любимцы. Но, тем не менее, я не отказываюсь от поворотных роторных аппаратов. И есть у меня те, которые, скажем так, из старой гвардии, абсолютно все у меня в арсенале. Я крайне редко продаю свои машинки, фактически никогда. И бывает так, что я соскучусь, возьму какую-то еще одну машинку, и грань мастерства, она от этого только выигрывает, потому что ты
имея представление о том, как ты это воплощаешь, ты пробуешь на разных вариантах машинок, и от чего ты берешь что-то новое, и, соответственно, совершенствуешься в работах. У тебя тоже целый автопарк получается. Да. Сколько у тебя машинок в арсенале? Больше 10 машинок. Ого, это круто. Больше 10 машин. Да, и, кстати, повторюсь, я крайне редко их продаю. Это как у хорошего парфюма, нужно сбить оскомину. То есть ты вдыхаешь хороший аромат, тебе все кажется легко и здорово, и классно. Потом тебе нужно понюхать кофе для того, чтобы чуть-чуть поменять ракурс. Я беру другую машинку и новую зону, вернее, прежнюю зону пробую с новой машинкой или с забытой уже какой-то, и она уже новыми гранями, работа может проявить себя. Наташа, тебя часто приглашают в судейский состав на чемпионаты. Расскажи, пожалуйста, подводные камни и вообще, как происходит судейство. На самом деле, самый большой подвох в том, что многие участники считают абсолютно субъективным само судейство, судейские оценки, и считают, что что-то куплено, что-то подстроено, что-то неверно оценено и так далее. На самом деле, в большинстве чемпионатов есть определенные критерии, которым следуют не только участники чемпионатов, но и судьи также. Нам также ставят регламент, нам также ставят какие-то нормативы, которым мы следуем, какие-то определенные категории, по которым мы судим. И судейство, ну, конечно, оно не может быть объективным, оно в любом случае будет субъективным, но оно всегда честное. В каком плане? Мы даем честную оценку, но она не может быть объективной, потому что мы не компьютер. Мы воспринимаем глазами, мы воспринимаем под призмой своего опыта, своего видения, своих каких-то визуальных интерпретаций в плане того, что как должна выглядеть работа чемпионата, как это должно транслироваться, как это должно выглядеть, и уже под призмой того, как мы это представляем, соответственно, мы ставим уже оценки и баллы. Но любой чемпионат, если он хорошо организован, он диктует определенные нормативы, которым следуют не только участники, но и мы как судьи. По критериям. Поэтому, по критериям. Поэтому не стоит бояться и абсолютно не стоит думать, что какая-то работа будет недостойно оценена, потому что если работа замечательная, сногсшибательная и выделяющаяся из всех, она просто не может априори быть не оценена, и всегда она будет иметь высокие баллы и всегда будет иметь достойную оценку. Ну а как ты считаешь, к чемпионату нужно готовиться вообще мастеру? Может, заранее выбрать модель или еще как-то подготовиться? Да, обязательно. Я считаю обязательно, потому что когда ты идешь участвовать в чемпионате, ты делаешь вызов не только себе, но ты саму ситуацию ставишь в такую позицию, что ты должна взять, ну, я уже рассуждаю с точки зрения мастера, должна взять все от того, что ты делаешь вызов своему мастерству и показываешь все грани того, насколько ты можешь проявить себя, показать свою работу. И, естественно, когда ты выбираешь модель, это твой холст, на котором ты нарисуешь свою чемпионскую работу. От кожи тоже многое зависит. Очень много конечно. зависит и от кожи, и от формата, и от того, ты же знаешь свои, ну, вернее, я уже рассуждаю, да, со стороны мастера, грани своего мастерства, и представляешь на определенной модели, как это будет выглядеть. И когда девушки присылают тебе фотографии или видеоролики, ты уже визуализируешь и представляешь, как ты поразишь судей, как ты бросишь вызов современному слову перманентного макияжа и, соответственно, покажешь красивую работу. Поэтому, если вы планируете участвовать в чемпионате, обязательно нужно подбирать себе модель, относиться к этому ответственно, готовиться самой, максимально подтягивать свой уровень и не импровизировать, никаких экспромтов не развивать в формате работы, а уже отточенно показывать то, что вы умеете, то, что вы можете и в чем вы профессионал. Ну а ты в свое время же тоже участвовала в чемпионатах. И у тебя сразу прям вот получилось занять первое место, как и планировалось, или как это все было? Но я никогда не планировала первое. Но все равно в душе мы все надеемся на первое место, когда участвуем в чемпионате. Да, безусловно, конечно. Первое место — это заветное место, это ты всегда визуализируешь, представляешь, что ты стоишь с кубком, ты его поднимаешь к небу, и ты чемпион.
но я никогда не планировала именно занять первое место. Мне просто хотелось понять для себя самой, насколько мои работы современные, насколько мои работы котируются в плане оценки высокого мастерства. Мне было интересно, насколько я конкурентна в данный момент времени, да, в современном времени. Когда я ехала на чемпионат, только эта мысль меня двигала, это была моей самой главной мотивационной силой. И, соответственно, когда я занимала первое место, я понимала, блин, это лучшее среди лучших, Но это вот ни с чем не сравнимое участие в чувство. первом чемпионате. Ты заняла первое место или нет? Нет, я не заняла первое место, я заняла 3-е место тогда, это была зона бровей. Я заняла 3-е место, но это был чемпионат, Ты который до расстроилась? сих пор... Нет, для меня Было это было огромным достижением, нас было много. Это был чемпионат «Золотая пчела» в Уфе. Это крутой чемпионат. Очень крутой чемпионат, и для меня это было тоже очень важно, потому что, ну, как ни крути, но позиционирование чемпионата, если он громкий, если он имеет имя, если он имеет поклонников, это важно. Наташ, что нужно сделать, чтобы добиться такого уровня, чтобы тебя приглашали на мировую сцену, выступать спикером, и как ты доросла до такого? Как ты до этого дошла? На лыжах. На самом деле у меня не было никакой цели быть спикером или быть в судейском составе. Конечно, для меня это лестно, и я отдаю должное тем, кто меня приглашает. Благодарна очень, что я свою экспертность могу привнести на пользу какого-то мероприятия. В плане это чемпионат или конгресс. Определенного правила, конечно, нет. Нет такого алгоритма, который однозначно приведет к тому, что ты выступил, либо ты что-то сделал, и тебя это приведет к тому, что ты станешь спикером, или станешь судьей, или станешь постоянным участником чемпионатов, потому что каждый организатор чемпионата и конгресса старается приглашать кого? Кто в зените интереса, кто популярен, кто интересен, кто востребован публикой, потому что публика очень многогранна, она обширна. И если вы будете хорошо делать свою работу, ну это я уже обращаюсь скорее к тем, кто планирует быть спикером или быть участником конгресса, нужно просто хорошо делать свою работу, и тогда ты будешь востребован, и тогда ты будешь популярен, ты будешь интересен, когда ты будешь сам влюблен в свою работу, и транслировать эту любовь через то, что ты делаешь, соответственно, вызывать интерес публики, не останавливаться, всегда развиваться обязательно, потому что можно сидеть потихонечку где-то в стороне, делать красивые работы, но не показывать их другим. Но для чего мы занимаемся этим рукотворным, скажем так, да, мастерством? Для того, чтобы кто-то подтягивался, мы делаем женщин красивыми, мы приносим красоту, и, соответственно, мы хотим этому учить других. И если мы щедро делимся, вот, допустим, хочу конкретно тебя коснуться, столько материалов на Ютубе, что я неоднократно встречала комментарии о том, что мы благодаря роликам учились. Я знаю даже мастеров ведущих, Паша Сомов, привет, которые учились на роликах, на трансляциях в Ютубе, да, и как ты этого добилась? Ты просто транслировала свое мастерство открыто, без утайки. Мне просто нравится, да. Просто нравится этим заниматься. Это самое главное, И, абсолютно с тобой. интерес купить за деньги невозможно. Нужно быть просто интересным, нужно любить свое дело, нужно этим делиться, это транслировать, и тогда, ну, собственно говоря, в этом... Это даже не секрет, это обычное дело. Это правда. Мы поболтали с Наташей на очень актуальные темы и вопросы, которые вы очень часто мне задаете, но если они еще остались, обязательно пишите их в комментариях. Ссылочку на мою любимую Наташу я оставлю в описании. С вами была Наталья Хрупина И Нина Заславская. Пока-пока.